Привет, друзья! Рады вас видеть на канале Фактограф. Сегодня мы заглянем в самые жуткие и мистические места на планете – в дома с призраками. Эти здания, окутанные легендами и тайнами, хранят в себе истории, леденящие душу. От старинных особняков до заброшенных замков. Каждое из этих мест имеет свою уникальную атмосферу и множество неразгаданных тайн. Вы когда-нибудь задумывались, что происходит за стенами этих исторических зданий? Что привело к появлению призраков? Амитивильский особняк, замок Фонтенбло, плантация Миртлс, дом отчаяния. Истории этих и других подобных зданий заставляют кровь стынуть в жилах. Приготовьтесь погрузиться в мир потустороннего и узнать, где же находятся самые известные дома с призраками. Не переключайтесь, впереди много интересного. Амитивильский особняк, США. В 1974 году некий Рональд Дефео, проживающий в доме 112, позднее перенумерованном в 108, на Оушен-авеню в городе Амитивиль, убил 6 членов своей семьи. Он застрелил своих родителей, 2 сестер и 2 братьев ночью в их кроватях. Преступник утверждал, что был в сознании и предельно точно понимал, что творит. Но в то же самое время ему подсказывал какой-то голос, что и как делать. Год спустя в дом заселилась семья Лутц с 3 детьми, но уже через месяц они его покинули. Все потому, что в доме постоянно происходило что-то аномальное. Были слышны странные звуки и шорохи, чувствовался трупный запах, а у младшей дочери и вовсе появился воображаемый друг. С той поры домишко бесконечно менял хозяев. Многие специально приобретали его, чтобы прикоснуться к потустороннему. Кроме того, дом регулярно навещают любители паранормальных исследований. История о таинственном доме и семье Лутц стала основой для книги Джея Энсона «Ужас Амитивилля» и нескольких фильмов. Усадьба Монте-Кристо, Австралия. Попросите австралийцев указать на дом с привидениями. Я уверен, что большинство без тени сомнения укажут на усадьбу Монте-Кристо. Монте-Кристо означает «гора Христа». Но в нем нет ничего святого и праведного. Поздневикторианский особняк, построенный в 1884 году зажиточным землевладельцем Кристофером Кроули, располагается высоко на холме, смотрящем сверху на город Джуни, Нового Южного Уэльса в Австралии. С виду здание выглядит вполне невинно, но стоит войти внутрь, и все меняется. Несмотря на религиозное название, в этом здании произошло множество страшных событий. Среди них младенец, сброшенный с лестницы, конюх, сгоревший заживо, горничная, выпавшая с балкона. Кроме того, многие посетители дома утверждают, что ощущают присутствие призрака первой хозяйки особняка Элизабет Кроули. При появлении ее духа в комнате неожиданно становится холодно. Правда ли это? Любой желающий может проверить. Сейчас усадьба открыта для туристов. Здесь располагается музей и антикварный магазин. Эдинбургский замок, Шотландия. Угрюмый Эдинбургский замок построили еще в начале XII века на вершине потухшего вулкана в самом центре шотландской столицы. Он имеет богатую историю, с ним связаны легенды о героических сражениях и жуткие истории о призраках. Посетив этот замок, в привидения поверит даже тот, кто всю жизнь отчаянно отрицал это явление. Люди утверждают, что видели бесплотные сущности как в стенах, так и за пределами замка. По легенде, по замку бродит призрак волынчика, который заблудился в подземных лабиринтах замка и так там и умер. А когда замку угрожала опасность, люди, живущие в нем, слышали барабанную дробь. Барабанную дробь отбивает призрак безголового солдата. Именно этот солдат при жизни предупредил о наступлении войск Оливера Кромвеля. Кроме того, здесь бродят тени горожан, погибших от чумы, и даже призраки псов, принадлежавших гарнизонным офицерам. Неудивительно, что у многих туристов на территории замка ухудшается самочувствие. Замок Фонтенбло, Франция. Как вы уже поняли, любой уважающий себя замок просто обязан обзавестись собственной армией призраков. Французский замок Фонтенбло не исключение. Крепость была построена в XVI веке, а сейчас она считается жильем самых известных призраков Франции. Увидеть мистику удастся даже скептикам, которые не верят в существование потустороннего мира. В парке у дворца прохожие встречают призрак Красного Человека. По преданиям, он обладает даром пророчества и предсказал королеве Медичи гибель ее детей, а также поведал Генриху IV о его трагической смерти.
Встретить красного человека непросто, он предпочитает общаться только с людьми, облаченными властью, и бодрствует между полуночью и 2 часами ночи. Молодые девушки могут встретить другого призрака, маркиза Джованни Мональдески, который был зарезан по приказу своей эксцентричной любовницы. Он разгуливает по замку в окровавленном камзоле и очаровывает всех гордых красавиц. Замок Гоуска, Чехия. Более пышные замки, чем Гоуска, в Чехии есть, но более зловещего вы не найдете. Гоуска возвышается на огромной скале в 150 километров на север от Праги. С 3 сторон вокруг замка отвесные стены, и лишь с одной к нему можно подойти по петляющей в лесу дороге. Замок Гоуска построен в 13 веке по приказу правителя Богемии над большой дырой в земле, которая, по легенде, представляет собой врата в ад. Считается, что яма была столь глубока, что невозможно было увидеть ее дно. Легенда гласит, местные жители не раз видели, как из дыры вылезали полулюди, полуживотные, и вылетали страшные существа с темными крыльями. Говорят, что приговоренным к смерти давали шанс получить помилование, но с одним условием. Если они спустятся в дыру на веревке вниз, а после расскажут, что они там увидели. Единственный человек, которого спустили в ад, полностью посидел, его рассудок помутнел, и он никогда больше не смог вести нормальную жизнь. Кроме того, очевидцы утверждают, что не раз слышали стоны и голоса, доносящиеся из бездонного колодца, и замечали настоящих призраков, обитающих в Гоуске. Винчестер Мистери Хаус, США. Винчестер Хаус – громадный мистический дом в городе Сан-Хосе, штат Калифорния. В нем насчитывается около 160 комнат, 13 ванн, 6 кухонь, 40 лестниц. Дом начала строить в 1884 году Сара Винчестер, невестка Оливера Винчестера, владельца оружейной фирмы Winchester Repeating Arms. Что же заставило наследницу многомиллионного состояния всю свою жизнь и почти все финансы потратить на постройку совершенно невообразимого дома, строящегося 38 лет? Все началось с трагедии. Сначала в младенчестве умерла дочь Сары, а затем от туберкулеза скончался муж Уильям. Женщина обратилась к медиуму, который утверждал, будто несчастье на семью Винчестеров насылают призраки тех, кто был убит из произведенного их фирмой оружия. Чтобы избавиться от них, он посоветовал вдове переехать в другой штат и там построить огромный дом с множеством комнат, чтобы запутать призраков. Поэтому внутри особняк выглядит как хаотичный лабиринт. Кроме того, Сара верила, что жизнь ее оборвется в тот момент, когда строительство завершится. Поэтому дом постоянно перестраивался, и работы велись до ее последнего вздоха. После смерти Сары в особняке перебывало много всяких медиумов, и они заявили, что какие-то духи до сих пор там живут. Плантация Миртлс, США. Плантация Миртлс – еще одна из самых популярных мистических достопримечательностей США. Дом, построенный в 1796 году генералом Дэвидом Брэдфордом, обрел таинственную репутацию из-за произошедших в нем странных событий. У семейной четы была рабыня по имени Хлоя, которая страшно любила подслушивать. Однажды хозяин поймал ее за этим занятием и отрезал ей ухо. Хлоя решила отомстить обидчику и испекла ядовитый пирог. Однако вместо хозяина его съели жена и 2 дочери. Все 3 скончались. Тогда рабы совершили самосуд над Хлоей, ведь в попытке найти виновного разъяренный глава семьи начал пытать каждого из слуг. С тех пор посетители мистического дома в Луизиане видят и слышат призрака рабыни Хлои, а также шаги убитой хозяйки дома, отпечатки детских рук на зеркале, загадочные фотографии и многие другие мистические явления. Замок Брисак, Франция. Замок, что хранит память о кровавом двойном убийстве, идеальное место для призраков. Брисак – самый высокий замок Франции. Строение имеет 7 этажей, более 200 комнат, многочисленные галереи и частный оперный театр на 200 зрителей. Крепость была построена еще в XI веке, сейчас там расположен популярный отель. Говорят, что в его коридорах можно услышать стоны и даже увидеть девушку-призрака в зеленом платье, которая их издает. Говорят, что это Шарлотта де Валуа, единокровная сестра короля Людовика XI, которая погибла от меча мужа, подловившего ее на измене. Дама в зеленом довольно безобидна и является только мужчином. А вот дух любовника Шарлотты, которого также убил ревнивый муж, напротив, предпочитает являться женщинам. Вилла де Векки, Италия.
Мрачный и крупный особняк 1857 года находится в провинции Лекко на озере Кома. Убийства, суициды, оккультные ритуалы, черной магии, 2 мировые войны – этот особняк видел много ужасов на своем веку и заслужил сомнительную славу самого известного в Италии дома с привидениями. Первым из жизни ушел архитектор здания через год после завершения работ, а в 1862 году самого владельца замка, графа Феликс де Векки, постигла трагедия. Его дочь исчезла, а жена была найдена в доме убитой. Расследование не дало результатов. Граф не выдержал горя и добровольно ушел из жизни. В 1920-х на вилле гостил знаменитый оккультист, каббалист и сатанист Алистер Кроули, который нашел идеальное место для своих черных ритуалов и мистических обрядов. Кроули провел на вилле несколько ночей, после чего уехал. Его последователи еще много лет использовали фазенду для жертвоприношений и черной мессы, но со временем тоже покинули страшный палаццо. С 1960 года вилла де Векки остается заброшенной. Местные жители верят, что в доме живут привидения, и тихими ночами они все еще слышат, как граф играет на рояле из руин. Дом отчаяния, Мексика. Дом отчаяния расположен в мексиканском городе Гуанахуато. В конце 19-го, начале 20 века этот дом, построенный еще в 18 веке, стал местом, в котором произошла целая серия убийств, совершенных Тадео Фугенсио Мехья. Убийца никак не мог смириться с кончиной жены и был одержим идеей общения со своей умершей возлюбленной. Он постоянно пытался связаться с ее душой. В какой-то момент Тадео решил, что для этого ему нужны посредники. Мужчина недолго думал, где их взять. Он начал приводить в дом разных людей и убивать, требуя от них после кончины связаться с его женой. Убийца пролил море крови в собственном жилище. Никто точно не знает, сколько жертв погубил Мехья. Но с тех пор поместье заполнилось призраками. По словам местных жителей, в доме постоянно происходят паранормальные явления, а иногда слышны даже крики жертв. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Возможно, вы сами хотите посетить одно из этих мест и проверить, действительно ли там обитают призраки. Или не рискнули бы. Делитесь с нами в комментариях.